Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю обсудить представителя новой ветки немецких линкоров в игре «Мир кораблей», а именно немецкий линкор 5 уровня Der Flieger. Der Flieger – это представитель яркой и мощной ветки немецких линкоров. Итак, давайте разберемся, что из себя представляет линкор Der Flieger в игре «Мир кораблей». Линкор имеет среднее для своего уровня количество очков боеспособности – 47 600. Нужно отметить невыдающуюся противоторпедную защиту линкора в 16%, которая намекает нам на то, что мы должны очень бережно относиться к получению урона от торпед противника. Линкор Der Flieger имеет усиленное бронирование. К примеру, бронирование каземата достигает 300 мм, носовой бронепояс 120 мм. И что очень важно, Der Flieger имеет утопленную цитадель, что намекает на то, что нам реже будут ее выбивать. И это не может не радовать. Следует сказать, что немецкое бронирование в игре всегда вызывает уважение и является, пожалуй, одним из лучших или даже стабильных в игре. Линкор достаточно уверенно вытанковывает урон бронебоек в нос и нередко в ромб. Но кто знает, куда нас пробивать, пробьет. Все же злоупотреблять броней и подставлять борт линкора под залпы крайне не рекомендуется. Der Flieger имеет ремонтную команду, которая восстанавливает 285 единиц очков боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается за 76 секунд. Кроме того, нужно подчеркнуть, что линкор имеет фиксированное количество ремок. Да, всего 4 снаряжения аварийное подразделение, или 5 при наличии перка мастер противоаварийных и ремонтных работ. Но есть и положительные стороны. Ремка перезаряжается всего 38 секунд, что вдвое меньше обычного и в особо жаркие моменты может нас очень сильно выручить. Такой формат восстановления боеспособности линкора намекает нам на возможность более острого ведения боя. Будет ли нам хватать его, особенно с учетом откровенно небольшого количества очков боеспособности, покажет время. Der Flieger имеет одну из лучших маскировок для класса. Дальность видимости с кораблей 12 км и видимости самолетов 9,7 км. Прокачав перки капитана и используя камуфляж, можем получить рекордные 10,5 км засвета с кораблей. И это для линкора, вы только представьте себе. Наша выдающаяся маскировка позволит снизить концентрацию на себя фокуса огня противника. Кроме того, маскировка позволяет нам ловить бортоходов, в первую очередь крейсера. Цитадель линкора, хотя и утоплена, но все так же подвержена опасности пристановки линкора бортом, как и у одноклассников. Но, как мне показалось, все же броня линкора и особенности расположения цитадели довольно часто приходят к нам на помощь. Der Flieger имеет неплохую максимальную скорость хода в 26,5 узлов. Средний радиус циркуляции 740 метров и средний показатель времени перекладки рулей 13,3 секунды. Совокупность этих характеристик для линкора дает такую же среднюю маневренность и вполне позволяет нам продвигаться во фланге вместе с крейсерами, при этом не забывая анализировать ситуацию на миникарте. Линкор комфортно себя чувствует на средних дистанциях, имеет дальность ведения огня всего 15,9 км. Линкор имеет хорошую для класса скорость поворота башен, что в свою очередь дает нам возможность чаще реализовывать полный залп БК. Перейдем к орудиям. 8 стволов в 4 башнях со средним для уровня и класса калибром 305 мм. Учитывая нашу феноменальную маскировку, дальность ведения огня 15,9 км является комфортной. Средняя скорость полета снаряда 850 и 855 метров в секунду для фугасов и бронебойных, средняя точность, приемлемые угли наведения, великолепная маскировка линкора намекает, что нам всегда будет с кого пострелять, иногда даже очень удачно. Линкор обладает хорошей скоростью перезарядки орудий в 26 секунд. Мы имеем на борту 8 стволов, что дает нам весомый залп на уровне и в целом хорошо сказывается на его потенциальном уроне. Максимальный урон осколочно-фугасных снарядов 3400 единиц с отличным бронепробитием 76 мм, но низким шансом пожара 23%.
Максимальный урон бронебойных снарядов 8300 единиц со средним бронепробитием на уровне. Именно бронебойные снаряды и будут основными для этого линкора. Противоминный калибр линкора еще не наводит ужас на противника и с дальностью стрельбы в 5 км способна лишь отпугивать мелких пакостников от немцев. О серьезном ПМК на 5 уровне, пожалуй, говорить бессмысленно. Нужно отметить слабое базовое ПВО, которое представлено всего 2 аурами. Ближняя аура до 1,5 км с уроном в 98 единиц, дальняя аура до 4,6 км с уроном в 32 единицы. Конечно, ПВО Дерфлингер не сравнить с ПВО Техас, а что-то сбивает. Его, конечно же, можно несколько усилить соответствующим сигналом, но разницы мы не заметим. Перки командира и модернизация в моем выборе направлены на улучшение вооружения и живучести. И не смейтесь, ПМК с учетом топов этой ветки, а именно перки командира. Перки выбраны из расчета того, что данный кэп будет катать на топе и могут выглядеть немного спорными для этого линкора. Первый перк – взрывотехник. Усиливаем ПМК, который будет жалить всех на более высоких уровнях в этой ветке и пугать мелочь на 5 уровне. Второй перк – бдительность. Увеличиваем дальность обнаружения торпед на 25% и усиливаем ПТЗ на 7%. Третий перк – дальнобойные снаряды ПМК. Увеличиваем дальность стрельбы ПМК на 20%. Это задел для топов, чтобы потом не переобучать кэпа. Четвертый перк – мастер противоаварийных и ремонтных работ. Добавляем по одному расходнику ремка и хилка и увеличиваем время их работы на 10%. За счет этого повышаем потенциал выживания нашего линкора. Если вдруг в вашем распоряжении окажется 14-перковый кэп, я бы рекомендовал изучить 5-й перк «Мастер маскировки». Снижаем заметность на 10%, повышая нашу живучесть. Модернизация. Первый слот – основное вооружение. Усиливаем живучесть и время ремонта главного калибра, что позволит нам быть более эффективными в бою. Второй слот – система борьбы за живучесть. Мы горим, как и все линкоры, часто находясь под фокусом. Третий слот – система наведения. Увеличиваем точность стрельбы главного калибра и ПМК, а также увеличиваем на 5% дальность стрельбы ПМК. Подводя итоги, следует сказать, что Дерфлингер – это линкор, который обладает уникальной для своего класса маскировкой и в силу этого особо эффективно выходит на бортоходов, особенно на крейсеру. При удачной реализации этих особенностей вы сможете оказывать существенное влияние на исход боя. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайк и смотрите больше видео на нашем канале. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. Вражеский крейсер уничтожен.
Вражеский линкор потоплен. Неполадки устранены. Сектор рядом, захватываем точку. Нужна разведка. Наша команда близка к победе.